Привет, Cover Project! Я Анна Эрман, и сегодня я покажу свой новый проект «Квартиру в центре Москвы». Эту квартиру я взяла в работу, не посмотрев на нее изначально, потому что хозяйка этой квартиры была лучшей подругой моей другой заказчицы, и я понимала, что она хорошо меня знает. И я заключила договор, и только после этого увидела квартиру. У меня были огромные разочарования. Здесь были абсолютно ужасные окна по форме и по цвету, Г-образные. И я убежала думать домой, что же мне делать. Было два варианта: отказаться от проекта или все-таки предложить вариант, который в надежде заказчица согласится исполнить. Задумкой была визуально изменить полностью архитектуру, то есть сделать окна таких, как у нас в природе не особо существует, а лоджию просто визуально смыть как пространство или сделать такую картинку, что якобы там находится зимний сад и там какие-то непонятные окна, а окна в лоджии тоже самые некрасивые архитектурные формы, которые у нас делают, и их закрыть шаттерсами. Хозяйка квартиры согласилась буквально сразу же, и это было просто огромной удачей, потому что я понимала, у меня будет проект, который загадочно, непонятно как взялся в центре Москвы. Квартира очень большая, 250 метров, но при этом здесь не хватало места для 3 спален, потому что не хватало окон. Хозяйка прекрасно понимала объемы и предложила тот вариант, который я не осмелилась бы предложить: сделать одну спальню без окон, проходной комнаты. У нее 2 пары дверей, можно попасть из гостиной, тут же из нее можно попасть в гардероб, в ванную, и это пространство может стать кабинетом или библиотекой. У нас была такая задумка. А детям очень нравится неожиданно попадать в гостиную из детской или из ванной комнаты. Вообще лоджия объединила все пространство, и старший ребенок может выйти из своей комнаты и через лоджию перебежать к младшему ребенку. У нас почему-то любят лоджии, и застройщик ее бесконечно предлагает. Но это архитектурное произведение, оно абсолютно убивает гостиную комнату, потому что так мы могли бы видеть зелень или архитектурный центр Москвы, а мы видим рамы бесконечные, и вообще у меня ассоциируется, как будто из гостиной осталось только белье повесить и посушить на этой лоджии. Моя была задача визуально стереть эту техническую часть. Квартира достаточно большая, но окна у нас только по одной стороне. И вот вся эта площадь, она темная площадь. Мы можем организовать и огромный гардероб, и большие ванные комнаты, но у нас не хватало мест для спальни. Если только поделить гостиную комнату, но тогда потеряли бы мы и гостиную, и вообще интерьер, потому что в детских я давно уже не организовываю какой-то специальный интерьер. Для меня основная задача — дать детям все, что им необходимо. В данном случае у нас у каждого ребенка был гардероб, и поэтому не нужно было громоздить какие-то большие шкафы. Кухня небольшая, но от нее сразу же выход в зону столовую, и здесь действительно проходят обеды. На самом деле движение в квартире проходит вот так вот, можно обойти все и вот так вот ходить. Все пространства, они открыты, и это очень необыкновенно. Это то, что я изначально делая этот план, не представляла. Изначальный план у меня — это план-толчок для заказчика, чтобы он понимал, что у него будет, и чтобы у него было настроение вытерпеть, выстоять, выжить весь строительный процесс. Но на самом деле я ставлю основные габаритные крупные вещи и показываю, что все они у нас, например, войдут. А дальше, когда человек строит эту квартиру, как правило, он очень сильно меняется, а в тот момент, когда он начинает смотреть мебель, у него возникает еще больше желаний, чем на начальном этапе. И крупные предметы мы заказываем заранее,
А все, что у нас будет небольшого, мы собираем и расставляем как экспромт. Я не прорисовываю страшные окна, которые здесь были изначально, мы не тратим в мастерской на это время, но есть габариты, которые были, и есть то, что мы планировали из этого сделать. В общем-то, большая разница. И современное помещение, и помещение с каким-то намеком на историческое здание. В детских комнатах было еще хуже. Это самая отвратительная форма, которая существует в природе. Я их называю Г-образные окна. Мы сузили проемы, и благодаря этому появилось место, где мы могли расположить библиотеку в детской комнате и рабочее место. И у нас появились вот такие вот оконные проемы и такие оконные рамы. Очень многие ошибочно думают, что интерьер состоит из красивых кресел, диванов, но это ошибочно. В первую очередь, в пространстве, в котором нравится, мы считываем архитектуру, и там хорошо или плохо. И поэтому у нас есть желание или разглядывать предметы, из которых состоит интерьер, или забыть этот интерьер, и он никак не остается в памяти. Здесь мы сделали абсолютно новую архитектуру, и дальше, что могло бы здесь находиться из мебели или из предметов декора, это было не так важно. Практически все предметы, собирая их, конечно, с душой и любовью, смотрелись бы здесь прекрасно. Когда мы грамотно спланировали жилье, убрали все технические вещи, все, что вызывает отвлекательные моменты от красоты, убрали иногда кухню или сделали ее невидимой, нам уже не нужен цвет. Белый я не считаю цветом, это бесцветие, с ним растворяются стены, и тогда внимание падает на предметы, на то, как они собирались, и вызывают интереса они, а не стены. В этой квартире очень большая гостиная, у нас была возможность поставить большие диваны, но если бы мы их раскрасили, например, то мы потеряли ощущение пространства большого. Все крупные предметы я обесцвечиваю, тоже превращаю в бесцветие, как и стены, для того, чтобы все внимание оставить более необычным предметам, такие как кресло, может быть, текстиль и многое другое. Свои интерьеры я делаю по своим же правилам, независимо от того, какой у меня объем, большой, маленький, городская ли это квартира или загородный дом. В первую очередь это исключение. Я исключаю громоздкие, прямые, Г-образные диваны, серые обивки в них и меняю на тахту и диван. В данном случае у нас круглый диван. Я борюсь с радиаторами под окном. Я обезличиваю всегда кухонное оборудование, потому что это не главное. Да, оно должно быть качественно, оно нам очень нужно, но красивые вещи – это не кухня. И, конечно, большая борьба у меня идет с телевизором большим, который занимает четверть всего пространства. А если, например, сделать его небольшим, или как в этом проекте мы сделали перекатной телевизор, то целая стена освободилась для собрания декора и необычной мебели. Здесь нам удалось уместить такой необычный комод, мы даже оставили ему этот розовый цвет, собрать картины, освещение, керамику, и это стало, я бы сказала, даже центральным цветовым пятном в этой гостиной. Цвет у меня появляется всегда с помощью картин и какого-то текстиля на креслах, керамики. В данном объеме мы купили картины 10-летнего мальчика, это сын моей коллеги. Они были достаточно яркие, и после того, как мы нашли места, мы поняли, что нам еще немножко не хватает цветовых пятен. И тогда хозяйка квартиры нашла огромную кипу рисунков своих детей, и мы дооформили ими наши композиции. Когда я планирую мебель на бумаге, я знаю, что в лучшем случае что-то должно поменяться. На плане я показываю габаритные вещи, которым нужно найти место, а все достаточно мелкое собирается экспромтом. В тот момент, когда
закончен ремонт, и нам уже хочется ввести что-то необычного. И тогда сотрудники моей мастерской выходят на охоту и ищут, что же сейчас можно быстро, необычного купить и собрать в комплект. На тот момент, когда мы собирали эту квартиру, и когда у хозяйки уже было настроение, и когда немножко вопросы ремонта остались позади, мы нашли необычные люстры. Это российский художник Ульяна Хохлова. Люстры сделаны из картона. Она делает достаточно быстро, и во всех комнатах почти у нас участвуют эти произведения. Мы нашли винтажные кресла и очень быстро их переобили в ткани, которые покупаю я в магазине ткани для платьев. Еще я очень люблю зеркала. Мы готовы их покупать в любом количестве, и очень здорово, что мои заказчики часто разделяют эту любовь. Здесь, когда я пришла к Марине на примерку мебели, она мой же список показала зеркал и сказала, что она готова купить все, которые сейчас быстро и будут в доступе, и купила большое количество. Моей задачей было найти им все места. Ванные комнаты здесь достаточно обычные. Иногда я делаю более что-то экзотическое, но в квартире мы никогда не имеем и дневного света, и не имеем окна, и здесь мы никак не могли прорубиться к соседям, и все-таки фасады мы не трогали, трогали внутреннюю только часть, поэтому сделано качественно для всех членов семьи и много места для хранения. Я всегда все-таки хочу привнести какой-то юмор в гостевой туалет, потому что и по нему считывается портрет хозяина. Здесь у нас было много зеркал, и парочку не вошло на стены в гостиную, в детские, и я решила их использовать в гостевом туалете. Когда нужно было их, наконец, подвесить, мы по очереди, по-моему, я была с кем-то из своих сотрудников, и был еще человек, который делал эти зеркала, мы присаживались на трон и проверяли ту точку приличия, на которой можно подвесить зеркало напротив. Самым интересным было обмануть объем, который нам бесконечно предоставляет застройщик. Обмануть коробку, в которой такие стандартные некрасивые окна, сделать свой рисунок. И очень было интересно, как он повлияет на интерьер, какая будет реакция у зрителей и как себя будет чувствовать заказчица в этом новом объеме.